Всем дизайн, меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнат. Причешите свои усы, потому что сегодня мы с вами будем наматывать на них знания. И в этом ролике разберем 3 самые популярные ошибки ремонта. Первая и самая распространенная ошибка – это расположение розеток. Они вечно расположены не там, вечно расположены не так, их постоянно не хватает. И после такого ремонта с этой ошибкой кажется, что жизнь просто погрязла в этих кружевах из удлинителей. Наверняка есть те, конечно, которые скажут, что ну подумаешь, дело-то житейское, розетка за диваном. Слава богу, что выключатель над шкафом не перекрыт, а уж к розетке-то подлезем. Но зачем усложнять себе жизнь, если можно все сделать грамотно и правильно сразу? И это самая популярная ошибка всех ремонтирующихся, имеет самое простое решение среди всех 3 ошибок, которые будут озвучены в этом ролике. Вам просто нужно планировочное решение с расстановкой мебели. Вы можете сделать его сами, можете посмотреть мой ролик, я там даю рекомендации, как правильно спланировать пространство своей квартиры или своего дома, либо заказать планировочное решение у дизайнера. Имея этот план и представляя, где будет располагаться диван, какого он будет размера, где будет находиться тумбочка, где будет находиться кухня или стол, вы можете даже на этом плане эскизно отметить карандашом, где какие розетки вам нужны, сказать, вот здесь вот мне 3, вот здесь вот 2, а здесь Иван Петрович с крышечкой, пожалуйста. Тогда ваш ремонт будет по-настоящему предсказуемым, и вы будете довольны результатом и не допустите таких кудрявых ошибок из удлинителей. Вторая, самая популярная ошибка, вы никогда бы не подумали, но это открывание дверей. Вы никогда бы не подумали, потому что, в принципе, о дверях мало кто думает, пока не начнет собирать свою персональную коллекцию шишек. В интернете можно захлебнуться от советов ставить межкомнатную дверь с открыванием наружу. Так учили в институтах, так учат проектировать общественные здания, чтобы во время пожара или какой-то экстренной ситуации толпа не устраивала давку перед дверью, которая открывается внутрь, а самовыталкивалась из здания. Эти советы просто бездумно копируются из сайта в сайт для улучшения выдачи, но никак не для того, чтобы распространять какую-то истину. Потому что на самом деле такое правило не относится к жилым помещениям, тут толпа не будет выталкивать сама себя из здания, в этом нет никакой необходимости. Да и, собственно говоря, регламента, которые относятся к жилым помещениям, такого не существует. Помимо собственной дизайнерской практики, у меня еще собрана огромная база из работ курсовчан, которые я проверяю на курсе, и я могу сказать, что в большинстве случаев правило, которое рекомендует вам открывание двери устанавливать наружу, неблагонадежно. Например, практически всегда в спальне удобнее делать открывание двери внутрь, на стену или на шкаф, а не наружу в узкий зачастую коридор, где не пройти, не разойтись. И таким образом, устанавливая дверь с открыванием внутрь, мы снижаем риск травматизма и улучшаем траектории перемещения по квартире, делаем это пространство более эффективным при открывании двери в спальню. В большинстве случаев этот вариант будет гораздо лучше, чем то, что советуют в интернете как универсальное решение всех проблем. Кстати, дверь при этом не должна становиться ширмой при открытии между входящим и, например, лежащим на кровати, потому что так возникает ощущение потери контроля над пространством как у входящего, так и у спящего. Нужно, чтобы они как можно раньше встретились взглядом, тогда всем будет комфортнее. Еще в этих интернетах советуют делать в коридоре двери с одинаковым открыванием, чтобы когда мы находились в самом главном помещении нашей квартиры, мы же там постоянно находимся и очень долго зависаем, мы бы видели эту галерею из дверей
одинаково выровненную в этих коробах. Все эти советчики, я полагаю, часами стоят в своих идеальных коридорах и наслаждаются этим видом из совершенно ровных дверей. Не смущает их неэргономичное открывание, не смущает их открывание дверей в тесные помещения, не смущают их неудобные проходы и ворох других проблем. Вот это правило – это идеальный пример того, как неправильно смещаются приоритеты. Кстати, некоторым настолько пуфиг на динамику дверей в дверных коробах, что они, возможно, даже и не поняли, о чем я. Люди проживают жизни в таких интерьерах и даже не догадываются, что есть советчики в интернете, которые считают это чем-то некрасивым. Если вы не поняли вдруг, о чем я, давайте я вам сейчас расскажу. Вот есть дверь, она устанавливается в короб со смещением. И если смотреть на дверь с одной стороны, куда она открывается, будет один вид дверного короба. Если посмотреть на дверь с другой стороны, будет другой вид дверного короба. И если поставить две двери рядом с разным открыванием, получится, что мы видим немножко разную глубину этих дверей. Вот это-то и смущает советчиков, которые советуют делать в коридоре везде одинаковое открывание. А сейчас, уважаемые знатоки и господин ведущий, отвечает здравый смысл. Вот такое вот неправильное открывание может быть гораздо удобнее для ежедневного использования. А если вам хочется все-таки из коридора созерцать красивую галерею из дверей, то нужно просто поставить специальную дверь, которая заполняет проем полностью, и планировать ее еще до начала ремонта, естественно, с учетом толщины стен. Тогда у вас со всех сторон двери будут выглядеть одинаково красиво, и не будет никаких провалов, четвертей, и вы будете видеть только красоту. Третья ошибка, очень распространенная, но мало кто до нее доходит и догадывается вообще о ее существовании, это слепое следование нормам эргономики. Потому что можно сколько угодно в интернете искать картинок с этими правилами эргономики, можно что угодно сейчас найти, но суть так и не познать. И жизнь так и останется для вас огромной загадкой. Потому что вся эта эргономика создавалась для усредненных людей. А вы можете себя назвать усредненным человеком? Если критически подходить ко всем этим эргономическим цифрам и постоянно задавать себе вопрос, почему так, а не иначе, то можно очень многое для себя открыть. Например, во мне 177 намедитированных сантиметров роста, а это значит, что практически все эргономические высоты мне неудобны. Но ладно, Вот есть у меня заказчики среднего роста, 160, 165, 170 сантиметров, мужчины, женщины. И уже неоднократно я проводила на стройках следственный эксперимент и говорила, где бы вам было удобно разместить раковину, на какой высоте. Вот 850, вот 900 и вот 1100. Вот где удобнее? Они не знают стандартов, но они всегда со своим средним ростом, под который и продумана эта высота, 850, они всегда отвечали, что им было бы удобнее где-нибудь 950, может быть, метр. Им комфортнее, когда раковина чуть-чуть повыше. Но мало кто об этом задумывается, и мало кто может подвергнуть сомнению о великую эргономику. Поэтому и гнутся спины наши, и шеи болят повсеместно. А в раковине-то что главное? Главное, чтобы вы, когда мыли руки, вода не стекала с ваших локтей вниз на пол. А это значит, что ваши руки, сгиб локтя должен быть всегда под тупым углом. И если это условие соблюдено, то вы можете выбирать любую удобную для себя высоту и не слушать эту усредненную эргономику. А столешницы на кухне? Вас всегда устраивала их глубина
Или, может быть, вы хотели сделать ее немножечко повыше? Или вы вообще когда-нибудь задумывались о том, что стандартные размеры можно как-то менять под себя? Как говорится, правила нужно знать для того, чтобы их нарушать. Но нарушать нужно осмысленно, понимая, почему появилось это правило и чего мы хотим добиться этими изменениями. Иначе получится неосознанное решение и красивый бунт против системы, а какой-то беспорядочный хаос. Напишите внизу в комментариях, какие ошибки в ремонте допустили вы, что бы вы сделали сейчас иначе. Я с удовольствием пообщаюсь с вами на эту тему. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Мы тут говорим про дизайн. Всем дизайн!